Всем привет! Очередная интересная камера на видеообзоре, камера видеонаблюдения. Предоставил магазин, интернет-магазин Smart Hata в Украине. Камеру эту и много еще других камер вы можете приобрести по ссылке под видео. Заходите на магазин Smart Hata и выбирайте очень много товаров по видеонаблюдению и не только. Модель камеры на наклейке можно увидеть. 8-мегапиксельный вариант. Юзер админ, пароль админ. По стандарту им комплектуются таким сочетанием камеры с приложением CamHi. CamHi Pro неплохое приложение для видеонаблюдения. И в нашем случае тот вариант, когда вы меня спрашиваете под моими видео по тестам камер видеонаблюдения, которых уже много на моем канале в YouTube, спрашиваете, какую камеру мне выбрать. И чтобы не дешевая, и чтобы была эффективная, с хорошим зумом, с хорошим качеством картинки и за средний ценовой диапазон. Вот эта камера, сейчас я вам ее и покажу. Камеру можно использовать на большой высоте, она имеет хорошее оптическое зумирование. И как вариант слежения за человеком, дальше все посмотрим. В комплекте блок питания 12 вольт 3-амперный и меньшей мощности. Блоки питания для вот такого типа камер использовать нет как бы смысла. Со съемным кабелем в розетку. Такой вот блок питания. Инструкция на английском языке показана, где какое управление, на какое приложение использовать на смартфон и P2P клиент на компьютер. Также вы можете камеру отслеживать с компьютера удаленно из любой точки мира. Несколько камер CamHi. Такой себе на компьютере у вас будет видеорегистратор. Антенна Wi-Fi говорит о том, что камера у нас и может работать и по Wi-Fi, и по кабелю. И по стандарту муфта на RJ45 герметичная, и набор крепежа очень таки достойного. Сама камера стандартный вариант, который популярный уже на данное время. Сразу такого типа камеры были буквально несколько лет назад и в диковинку, и дорогие они были. И был корпус у них больше, были они более массивные, соответственно более тяжелые. Сейчас эти камеры идут вполне таки адекватного размера, адекватного веса, с металлическим кронштейном, алюминиевый сплав, съемный. Вот эта съемная часть, но уже вы видите в упаковке, идет это все в сборе. Можете проворачивать сам кронштейн. Наклейки идут, нулевое положение камеры, все моменты. Судя по морде камеры, можем понять, что она имеет 3 ночных режима. Цветной режим с использованием LED светодиодов. То есть на небольшой высоте, если камеру используете, эта камера у вас будет работать еще как LED прожектор с видеонаблюдением. Или же камера видеонаблюдения с LED прожектором, который активируется по движению от того объекта, которого вы поставили. Люди проходят, поставили на людей, включается, подсвечивает человека и пишет видео на карту памяти или куда вы там поставили, на видеорегистратор, на компьютер в цвете. Очень классно. Или же убираете этот режим, камера просто использует ИК светодиоды. Ну и имеется вариант установки карты памяти, по-видимому, есть крышечка. И динамик, микрофон, все это дело есть. Есть такая же камера с установленным внутри 4G модулем. То есть устанавливаем сим-карту мобильного оператора. И камера работает у вас в том месте, где нету возможности подключить ее к проводному интернету. Работает посредством мобильного оператора интернета. Вы можете заходить на нее также из любой точки мира, при условии, что карточка пополнена, ну как смартфон, и камера вещает в интернет. Перед подключением обычная процедура. Накручиваем Wi-Fi антенну, все там понятно. Откручиваем крышку и устанавливаем карту памяти в слот. Слот под карту памяти имеется. И больше ничего, по-видимому, здесь нету кнопки сброса к заводским установкам. Или есть, кажется, есть там мини-вариант. Устанавливаем. Здесь все герметично. Силиконово-резиновая прокладка.
Резьбы, кстати, втулки металлические установлены, не просто в пластике. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. На отводе кабеля по стандарту питание, кнопка сброса, которую можно закрыть герметичной пробкой, и подключение по кабелю интернет-кабеля. Подключать можно камеру первоначально как по кабелю, подключив разъем RJ45 в разъем камеры, а второй конец в свободный разъем роутера, вашего домашнего роутера. Или же можно подключать по Wi-Fi. По Wi-Fi, потом переключать можно на кабель без всяких вопросов, подключив кабель. Но сразу скажу, в месте установки камеры сразу прокладывайте кабель. Ну, дело ваше, конечно, но все равно после какого-то времени использования данной камеры ты поймешь, что кабель это лучше, надежнее и качественней. Тем более большое разрешение в камере, лучше все это подключать по кабелю. Подключаю разъем. Здесь, кстати, очень классная герметичная юбка. И уже сделана такая она вот солидная, серьезная. Не просто бутафория, а реально вот такая вот герметизация происходит, устанавливая, подключая эти два разъема. В идеале еще затянуть термоусадкой, это все дело прогреть, нормально будет работать. И подключаю блок питания в сеть 220, в розетку. Если будете подключать по 12 вольтам, вот по кабелю, кстати, длина, наверное, около метра, а то и 1,5 в запасе. Но есть еще удлинители до 10 метров. То есть до 10 метров от розетки вы камеру, как средний вариант, можете относить. Стандартная процедура, тестовый режим, калибровка поворотного устройства. Все эти моменты камера проходит. Не помню, есть ли голосовое сопровождение в этих камерах. Можно для уверенности после вот этой всей процедуры зажать и удержать кнопку сброса к заводским настройкам 10 секунд. Больше 10 секунд отпустить, чтобы камера сбросилась при первом вашем подключении. Потому что возможен вариант, что тестировщики ее тестировали и не сделали сброс. И она подключена к другому аккаунту, и вы не сможете подключиться. Нажимаю, удерживаю кнопку. Вот до этого момента. Отпускаю, и камера производит опять перезагрузку. И опять тестовый режим проходит. Пока идет процесс приложения Camhai Pro. Ну, Camhai Pro и Camhai можно скачать. Камеру вы установите, у вас она будет в вашем аккаунте и там, зайдя и на то приложение. Camhai Pro более продвинутая версия, более современный интерфейс. Но есть камеры с Camhai, которые заточены именно под Camhai или под Camhai Pro. Ну, думаю, что это заточено именно под Pro. Первое подключение камеры буду делать по кабелю. Подключаю. Светодиод показал, что кабель подключен. Жму плюс. Список устройств, если будут камеры, будут у вас здесь камеры. У меня пустой список. IP-камера. Если 4G камера, то есть у нас пункт специальный. Новое устройство. Устройство подключения к локальной сети интернета. Устройства, которые не подключены в сети. Новое. Следующий шаг. Подключенный сетевой кабель. Именно наш вариант. И тут же поиск выдал устройство в локальной сети под уже моим домашним IP-адресом, под моей подсетью, с моей подсетью. Имя пользователя админа, пароль админ, по умолчанию жму добавить. Беспроводная информация, то есть уже сохраняется настройки, если будете переключаться на Wi-Fi. Пароль роутер и пароль доступа к Wi-Fi данного роутера. Присваиваю имя камере, какое вы хотите. Можете прописать в сети. Кликаю по картинке. Пожалуйста, измените пароль, требует. Ну, можно нажать «Понятно» и не пропускает. Обязательное изменение вашего пароля. Готово. Камера перезагружается, скорее всего. Нет, вот уже она и в сети. Кстати, если пароль вдруг можно сброс сделать к заводу и заново камеру
добавить. Все готово. Дальше подсказки. Продолжить. Понятно. И управление камерой. В общем-то, очень таки, ну, нормальное, вполне таки понятное и хорошее приложение. Так, это на минимуме зум. Скорость поворотного устройства регулируется также. Можно быстрее делать, медленнее. Камера не 360, но полностью поворачивается назад до упора. Вверх-вниз. И зумирование. В общем-то, все, что нужно. В SD качестве стоит. В HD поставим в большом качестве. В высоком качестве. Немного притормаживания есть. Скорее всего, по умолчанию стоит малое количество кадров в секунду. Можно зайти в настройки, будет поставить, какое вам нужно. Кстати, уже идет определение чего-то. Человека, наверное, мою руку уже определяет. Ну, в общем-то, все. После вот этого вот подключения на столе вы можете камеру теперь выносить на улицу, устанавливать. Она уже привязана к вашему роутеру. И автоматически после пропадания питания, например, выключения и повторного включения, она автоматом будет привязываться к вашему роутеру. Если по кабелю, то понятно по кабелю. Роутер ваш подключен, кабель остался, включили, она в сети. Если по Wi-Fi, то будет по Wi-Fi подключаться к вашему роутеру. Сейчас кабель отключил. Давайте посмотрим. Изменение сети написано. Нет подключения. Обновить список устройств можно протягиванием вниз картинки. Скорее всего, нужно будет заходить в настройки и переключать ее. А, нет, в сети. Все. Какая-то пауза есть после переключения камеры с Wi-Fi на кабель. Все, сейчас камера работает по Wi-Fi. Включаем кабель, камера работает по кабелю. Кстати, вроде и быстрее, не такая задержка по Wi-Fi. Но такого быть не должно. Включаю кабель, автоматически камера подгружается и опять пропадает, и опять в сети. Уже на кабеле. Все, работает на кабеле. На Wi-Fi была задержка большая в подключении. Так, и какой же здесь зум у нас? Получается 30-кратный. Ну, обычный стандартный варифокальный объектив стоит, который привыкли видеть, с 20-кратным оптическим зумированием и 10-кратным цифровым. Стандартный вариант. Камера видеонаблюдения работает с видеорегистратором XMI. Как вы видите, определяет людей она. Есть возможность поставить через приложение, также через веб-интерфейс и программу HTTP2P клиент, HTTP2P клиент на компьютере. Именно цель изменить тревоги. Или человек, или транспортное средство. Больше, в общем-то, в камере никаких интеллектуальных возможностей нету. По крайней мере, я не нашел. Посмотрел ее прошивку. Последняя прошивка, обновлений нету. И нету возможности включить слежение. Ну, вот такой вот вариант камеры еще есть. Это доказывает то, что не все камеры одинаковы. Вот корпусы примерно. Смотрите вы на картинку на странице продавца. Та камера одинакова. У другого продавца точно такая камера, только дешевле. Вот есть вариант, что у нее отсутствуют, например, какие-то интеллектуальные способности, другие возможности. Например, вот как слежение. Поэтому тут вы должны иметь в виду. Но камера с идеальной картинкой. Вот днем картинка вообще идеальна. Сейчас звук с камеры идет на колонке видеорегистратора. То есть полная совместимость по ONVIF протоколу. И запись. Определение силуэта человека. Включается запись на видеорегистратор. Будет команда давать видеорегистратору по автомобилям. Будет писать видеорегистратор по автомобилям. Также вы делаете эту установку через приложение для записи на карту памяти. Зумирование. Также четкое, даже без зума на большом расстоянии. Даже вот такой цифровой зум сделать. И то видно разрешение, качество картинки, большое разрешение. Можно определить номера автомобиля при зумировании.
также лучше намного все становится. Ну, понятно, оптика есть оптика. И классно отрабатывает фокус. Автофокус выравнивает картинку очень быстро. Это днем. Днем, понятно, условия не тяжелые для камеры, освещенность достаточная, все работает очень классно. Ночью посмотрим, как с этим обстоит дело. Вот именно тот вариант камеры, как вы спрашиваете. Нужна камера живу я в многоэтажке. Мне нужно следить за автомобилем, чтобы писалась запись по автомобилю припаркованному. Вот я вам сейчас этот вариант и показал. Приблизил, настроил, камера пишет именно тот момент, где ты взял машину. Подошел человек к машине, вам присылает тут же уведомление. Как на смартфон, так и вот на смарт-часы присылается уведомление, что тревога с камеры. И включается запись на карту памяти, то есть все просто. Картинка бомбовая. Вот смотришь и смотришь как в окно. Как в окно смотришь, качество на высшем уровне. Цветность, все соответствует, никаких смыливаний нету, объектив стоит качественный. Отлично. Один момент, что изначально, но это по стандарту вот этих варифокальных объективах, которые сейчас пользуются популярностью. Изначально угол не широкий, это вы должны иметь в виду. Определяет на минимальном зуме людей на очень большом расстоянии. Вон человек идет на расстоянии где-то, наверное, 20 метров, 25. Она его там определяет, дает команду на запись. При использовании зума понятно, что будет еще на дальшем расстоянии определять людей и записывать на карту памяти и вести запись вот в моем случае на жесткий диск видеорегистратора. Камера это полностью самостоятельное устройство. Я вам показываю с монитора видеорегистратора для лучшей наглядности. Камера может работать сама, не обязательно. Вы ее вот поставили, настроили и на смартфоне заходите, смотрите, получаете уведомления. Вот такие вот. Камера офис, назвал я ее. Аларм, тревога. Идет человек, присылается уведомление. Кликнув, открывается камера. Вы заходите и смотрите. Или на карту памяти, что тебе нужно в этом случае. Или же активировать камеру. Камера активна. Из любой точки мира, через интернет. Камера работает, активировал звук, слышишь, что происходит. И людей выделяет в приложении оранжевыми прямоугольниками. Выделение объекта можно выключить, можно включить, как захотите. На картинке будет оставаться отметка, по какому объекту камера сработала. Очень удобно. Удобное приложение, все удобно. И на смартфоне картинка, какое же здесь качество, в HD качестве, картинка суперовая. Ну супер, просто вот приятно смотреть. И качественно работает определение цели. Также джойстик, также звук, также можете передать в динамик фразу свою. Также зумирование, приблизить тут же. Наверное, да, и так работает. Вот, выровнять картинку, посмотреть номера, все, что хотите. Прочитать объявление на столбе. Автофокус отрабатывает отлично. Супер. Насчет этого камера вообще бомба. Ну и также удобно просто с приложения на смартфоне управлять ею. Не обязательно с видеорегистратора. Но у кого большая система видеонаблюдения и не хватает вам именно вот такой камеры, она также будет работать с вашим видеорегистратором Hikvision, вашим видеорегистратором Dahua, вашим видеорегистратором XMI. Есть один момент, подключаете ее к видеорегистратору, во вторичном потоке окно может быть черное. Открываешь на первичный поток, камера активируется, выводится картинка. Только сворачиваешь на многоканальный режим, многоэкранный, просто черная картинка. В этом случае входим в веб-интерфейс камеры на компьютере, вот домашний IP-адрес вбил в Chrome, настройки и медиа. Видео, настройка видео. Первичный поток и вторичный. И вторичный поток меняем разрешение с 1280 на 720, ставим 640 на 352. Попросит вас битрейт поменять в пределах.
требуемых поменяйте вручную и применить. И картинка у вас выведется на вторичный поток видеорегистратора. Также здесь можно посмотреть и по характеристикам. Разрешение 8 мегапикселей в данной камере несменное. Невозможно переключить в другое разрешение. Это также имейте в виду. Количество кадров при 4К разрешении 20. Интеллектуальное распознавание, распознавание фигур, распознавание вагонов, имеется в виду автомобилей. Переключаете, сохраняете. Также это делается все в приложении, в меню тревога. Применить. Также распознавание объекта в рамке можно выключить, включить отметку объекта. И вообще включить или выключить, если вам нужно распознавание интеллектуальное. У вас останется включенным датчик движения. Имеется в виду, что просто будет камера записывать по любому движению, если вам это нужно. При данной настройке вы видите, камера пытается фиксировать проезжающие автомобили, ну и включает запись на видеорегистратор. Значок записи появляется при появлении автомобиля и пропадает при... Ну, тут автомобили постоянно, поэтому запись практически будет постоянно идти. Где использовать удобно, ну, если вам нужно чисто по автомобилям, чтобы камера писала, то устанавливаете автомобили, подъезжающие к воротам автомобили, проезжающие мимо нечасто. Камера будет фиксировать на карте памяти. При этом человека также камера фиксирует. То есть при включении чисто человека камера будет фиксировать чисто человека, а при включении вагонов распознавания автомобилей камера будет два объекта распознавать. И автомобили, и людей. И вести по ним запись. И скорее всего будет потом возможность при просмотре с приложения на смартфоне сортировать. Или люди, или автомобили. Многие спрашивают, куда камера может писать при тревоге. Раздел продвинутые, но также это можно настраивать из приложения, но удобнее. Вот я в веб-интерфейс зашел, здесь отлично. Продвинутые и таймер записи по расписанию, во-первых, можно ставить днем, писать ночью, там по времени, как захотите. И по дням недели даже. И e-mail, настройка, приход на почту, фото и видео. Настройку. Короткие видео будет присылать на FTP сервер, тревожные фото-видео. Также можно настраивать терминал, таймер перезапуска. Также можно ставить, если нужно. То есть тут моментов по этой камере также очень много. Ожидаемо хорошая ночная картинка с этой камеры. Автофокус уже не так справляется шустро, как при дневной картинке. Также работает 3 ночных режима, и тут хочу заметить очень яркие LED светодиоды, то есть прожектор мощнейший, наверное, сравнивать его можно, наверное, где-то с 15-ваттным LED прожектором. Луч хороший, широкий свет, более такое не синеватое, а желтоватое свечение, мокрый асфальт, мокрая поверхность освещается хорошо, и камера видит хорошо при этом свечении, и далеко, можно сказать. В черно-белом режиме, если зумировать картинку далеко, то камера на полный зум не видит, не хватает вот ИК светодиодов. И также фокус тяжело очень в темноте срабатывает. При дополнительной освещенности, уличное освещение, двор у вас освещен, камера будет видеть идеально, даже в цвете. Очень классно будет видеть. Полностью вот темно, видите вы сейчас, что происходит. И камера определяет людей, ну, конечно, уже не там далеко, но также включает на человека или на автомобиль, что вы поставите, цветной ночной режим с задействованием LED светодиодов. Очень удобно, подъезжает автомобиль к воротам вашего предприятия, например, камера переходит в цвет, видит цвет автомобиля полностью, фиксирует это на карту памяти и на жесткий диск видеорегистратора. Номера не засвечены, потому что ИК светодиоды не принимают участие. Номера читаемы нормально. Автомобиль заехал, камера через время перешла опять в черно-белый невидимый режим. Также и по людям работает. Человек подошел, если вы поставили по людям, ну и соответственно то же самое происходит. Человек различим цвет его одежды. Настройки ночных режимов тут же у вас на рабочем столе. 3 ночных режима. Обычная, имеется в виду, не переходит в цвет, не задействует LED светодиоды. Цветное постоянно в цвете, пока темно на улице. И
светодиоды светят. Кстати, далеко он определяет, сейчас велосипедист стоит, вон там красный квадратик, там его определило, но при условии, что автомобиль там его подсветил фарами. Или интеллектуальный режим, именно режим по определению. Поставили на машину, сейчас вот машина едет, уже камера перешла в цвет и включила навстречу ему LED-прожектор. И вот видите, фокус немного сбивается, автомобиль фарами камеру заслепил и фокус потерялся. Вот сейчас опять выровнялся и сейчас опять потерялся. Камера пытается сфокусироваться на автомобиле, а вот эту часть фокус не игнорирует. Сейчас вот смотрите здесь. Фокус поймала на всю картинку нормально. То есть, ну, как бы для ночного видеонаблюдения камера, считаю, ну, бомбовская, классная. Для дневного, соответственно, днем вообще идеал. Картинка идеал, вот как лучше и не нужна. Карта памяти, нажимаем и открываются все ролики тревожные. Запись сигнала, тревога, сигнализация. По времени, по дате смотрите, будут прогружаться картинки. Воспроизведение. Здесь вот снимков тревожных. Все это удаленно. Карта памяти установлена в камеру. Я зашел на нее через интернет. То есть, ну, в домашней сети, но также можно и через интернет. И также ролики. Воспроизвести, скачать, отмена. Можно тут же и скачать на смартфон. Пожалуйста, днем. По какому-то объекту, по человеку, вон там далеко, сработала запись на карту памяти. И вариант открытия полностью карты в вот таком вот режиме просмотра. Сортировка, запись по тревоге есть возможность. Тревожные и исключится постоянка, если у вас стояла постоянка. Тревожные оранжевые, постоянные синяя была запись. Наводите, выбираете по дням и просматриваете карту памяти. Воспроизведение со звуком нормально, то есть никаких вопросов не возникает к этому. На сегодня все. Ссылку на камеру оставляю на Алиэкспрессе, и в Украине эта камера уже есть в продаже на смарт-хате. Заходите или туда, кому откуда удобно заказывать. Вариант следующий будет на видеообзоре у меня с 4G, с поддержкой SIM-карты. От мобильного оператора будет камера работать, от интернета мобильного оператора. Ну и посмотрим, какие еще есть возможности. Универсальна ли та камера, можно ли ее по Wi-Fi в домашней сети или по кабелю. Посмотрим, следующий вариант уже у меня есть. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме, ссылка, Телеграм-канал мой также, ссылка в описании к видео. И на Инстаграм подпишитесь. Всем удачи и до следующих видео.